Что такое ресурсоориентированная экономика? Уверен, что вы уже слышали о ней. Однако ресурсоориентированная экономика совершенно не похожа ни на что из того, что существовало в прошлом. Большинство решений принимали короли, политики, чиновники, но решения никогда не принимались, исходя из ресурсов. Чтобы лучше понять смысл ресурсоориентированной экономики, представьте себе остров где-нибудь в Тихом океане. Что вы действительно хотели бы знать? Жизнь скольких людей этот остров может поддерживать, а также в какой степени допустима расточительность. Во-первых, необходимо выяснить, сколько на острове дерева, сколько воды, сколько плодородной земли. Именно полная инспекция ресурсов острова является лучшим методом для того, чтобы определить, сколько людей остров может вместить. Построить общество можно только основываясь на доступных материалах. Выращивать пищу можно только основываясь на плодородной земле и воде вокруг острова. Также важны рыба, ракообразные и все остальное. Если на острове есть агроном или команда агрономов, то они могли бы проконсультировать вас, что лучше выращивать в этой части тропиков. Для того, чтобы приходить к решениям, которые имеют смысл, необходимы именно технические знания. Вы не можете приходить к осмысленным решениям с помощью консенсуса, спрашивая людей, чего они хотят. Вы должны выяснить, что предлагает остров. Именно так вы сможете определить, чем обусловлено ваше будущее. Все остальные методы потерпят неудачу. У политиков на все есть свое мнение, но у них нет специализированных знаний. Поэтому становится ясно, что решения должны приниматься не большинством людей, решения должны приниматься большинством людей, которые обладают техническими знаниями, людьми, обладающими информацией в областях, которые вы хотели бы улучшить, а также методами научного измерения производительности. Я уверяю вас, миллион честных и искренних людей без технических знаний не сможет добиться ничего. Поэтому главный вопрос звучит так. Возможно ли построить жизнеустойчивое общество? Если у вас нет данных о доступности ресурсов, вы не имеете права брать на себя ответственность за такой проект. Предположим, выявлен недостаток ресурсов. Это задача исследовательских лабораторий — найти альтернативные материалы, которые заменили бы недостающее сырье. Технические специалисты не указывают вам, что делать и как жить. Они занимаются лишь проектированием лифтов, транспорта, мостов, жилых домов. Они не указывают людям, что делать, как думать или как жить. Это ошибка, которую делают многие. Они думают, что в ресурсоориентированной экономике специалисты также указывают, какой стиль жизни надо выбрать. Нет, они этого не делают. Это определяют ресурсы. Все, чем занимаются специалисты, это создание системы, которая использует эти ресурсы с пользой для всех людей. Это глобальная система. И если она не глобальна, и если вы владеете большей частью ресурсов, большей частью строительного оборудования, автоматической техники, плодородной земли и питьевой воды, страны, у которых этого нет, будут пытаться вторгнуться к вам и захватить то, что им нужно. Все народы хотят наслаждаться караваем. Не забывайте об этом. Поэтому, если вы попытаетесь устроить стабильную жизнь только для себя одного, ничего не выйдет, так как другие народы с недостатком материалов вторгнутся к вам. При постройке новых городов необходимо учитывать, насколько далеко они располагаются от ресурсов, иначе говоря, доступных материалов. Понадобится цемент, стальная арматура и прочее. Города системного функционирования эффективнее проектировать, если они располагаются ближе к такого рода источникам. Системного функционирования значит, что город должен самостоятельно обеспечивать людей всем необходимым. Телевидение будет сообщать, что есть и чего не хватает в данный момент, а также когда недостающий ресурс, вероятно, снова станет доступным.
Так общественность будет информирована, куда идти, чтобы получить то, в чем они нуждаются. Людям будет доступно гораздо больше, чем когда-либо при денежной системе. Больше товаров, больше возможностей. Все города проектируются таким образом, чтобы потреблять минимальный объем энергии с максимальной пользой. Таким образом, мы сберегаем энергию и сможем обеспечить большее количество людей. Сейчас многим людям по всему миру недоступны мощные энергосистемы. Мы сможем удовлетворить больше человеческих потребностей, если сосредоточимся на эффективности. Естественно, если мы потерпим в этом неудачу, мы сможем заботиться только об ограниченном количестве людей. В ресурсоориентированной экономике будут миллионы рабов. Это машины. Машины делают всю монотонную, скучную и опасную работу. Они для этого и нужны, а не для того, чтобы отнять работу у вас. Если их производительность выше вашей, вам не нужно работать. На самом деле мы даже не хотим, чтобы вы работали на производстве. Мы хотим, чтобы вы вернулись в университеты и изучали все, что вам интересно. Все, что вы думаете, вам хотелось бы изучать. Все, что вы считаете, вы хотели бы понимать лучше. К сожалению, деньги не выражают реальные объекты. Если установить цену на каждое дерево, каждый сантиметр плодородной земли, на всю воду и напечатать деньги пропорционально всем этим ресурсам, то деньги будут выражать ресурсы. Тогда у них появится смысл. Однако сегодня этого нет. И хотя вам могут сказать, что спрос и предложение все регулируют, это не так. Они ничего не регулируют. Все зависит от доступности ресурсов. И так как деньги не выражают доступные ресурсы, им нет места в управлении обществом. Мы живем в ложном обществе, богатство которого определяется деньгами. И со временем такое общество разрушится. Не потому, что я так говорю, а потому, что оно не основывается на физических объектах. В ресурсоориентированной экономике, где промышленность и автоматизация могут производить товары и услуги в избытке, больше нет необходимости использовать деньги. Если вы действительно хотите положить конец войнам, бедности, голоду, территориальным спорам, вы должны объявить все ресурсы Земли общим наследием всего человечества. Любое отступление от этого оставит нам все те проблемы, что преследовали нас веками. Вам стоит задуматься над моими словами. Народы нападают на другие народы по причине нехватки ресурсов. Когда несколько стран контролируют большинство ресурсов Земли, территориальные споры неизбежны. И неважно, сколько договоров вы заключите, сколько законов вы издадите, если не объявить ресурсы Земли общим наследием всего человечества и не объединить все разрозненные народы в одну общую систему, другого выхода нет. Именно поэтому мы рекомендуем ресурсоориентированную экономику.